Привет, 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 песеры, с вами Морж. Как и обещал, отвечаю на комментарии, которые были написаны в первый час после выхода моего видео. Наверное, в будущем делать буду первые полчаса, потому что комментариев реально дохрена, и видео просто затянется очень-очень надолго. Но, тем не менее, пообещал, значит, надо делать. Да, ссылки на мои все соцсети в описании, в закрепленном комментарии, так что я думаю, вы в курсе. Ну, давайте уже приступать. Спайдер, Морж добавит ли карьеру в eFootball Mobile? Да, Спайдер, обещали добавить зимой. Отметим сразу комментарий лайком, чтобы я потом знал, на какие я отвечал голосом, а на какие придется писать. Было бы круто, если бы все-таки Konami сделали соревнования, где можно добывать голду. PES Mobile. Я считаю, что они вообще такие соревнования в 22-й части делать не будут. Новый концепт. Выносливость eFootball Mobile не работает. 0 выносливости, они бегут как все 100. Да, Алекс, согласен тут с тобой. Очень много всего не работает, поэтому ждем, когда починят. Будет ли все-таки карьера зимой? Есть проблем. Ну, обещали, а сделают ли Konami то, что обещали, сам понимаешь. Морж, мой аккаунт, который связано было на Konami ID, сейчас удаленно, как выставить, я об этом много просил тебя. Пеп, ну, ты просишь, но я ни хрена не понимаю, чего ты хочешь, вот честное слово. Ну, то есть я, прочитав это предложение, я просто не понимаю, не обижайся. Я понимаю, что, скорее всего, для тебя русский язык не родной, но я не могу ответить на вопрос, который я не понимаю. Як тобі игра? Пока что она очень сильно недоработана. Потенциал великолепный, но очень много еще нужно всего делать. Часто пользуешься перестройками во время матча. Данил, честно скажу, вообще не пользуюсь, даже замены иногда забываю делать. Морж, Лев, не устаешь все это делать ни за что. Ну как ни за что? За прошлый месяц мне с Ютуба заплатили 45 евро. Вот, представляешь, сколько шлюх и кокаина на них я купил? Ну, кусочек шлюхи и фотографию кокаина, вот примерно так. Нет, дело здесь не в деньгах, скорее для меня самое важное это сообщество, это вы, то, что это сообщество выстраивалось много лет, что вам интересно меня слушать. А деньги это такое приходящее, уходящее. Для денег есть работа. YouTube это больше для души. Я думал, зайду покатаю задание на опыт. Ага, хер, там недоступна функция. Ну, я уже сказал, к сожалению, ждем, когда починят. ЦСКА. Розовый Бэкхэм, норм карточка на ПП. Хорошая карточка, великолепный навес, но хреновая скорость. В чем, собственно, в чем особенность тактики по всему полю? Потому что, по моим ощущениям, она похожа на гибрид контратаки и контроля мяча. На канале есть гайды по тактике, и там я все разбирал, стоит посмотреть. И последнее, стоит ли пытаться поймать карточку Неймара, если она будет? Мне базовая вкатила дико, думаю за икону или спешалку побегать. Икона отлично, а вот какая карточка будет у Неймара, если она будет, ты сам понимаешь, я не могу представить. Какую выкатят, там надо смотреть уже. Еще как вариант объявить забастовку и не играть неделю. Обрушение онлайна, так сказать. Сандерс, им глубоко похер, уже... Я думаю, ни для кого не секрет, что в дивизионах есть боты. Ну и как раньше у нас и в онлайне были боты. Ну типа... Их это не сильно волнует. Может, ты прав, Konami повні идиоты и не більше. Да, Саш, ну, к сожалению, но мы не можем на это повлиять. Может, почему в PES Hub показывают одни максимальные рейтинги, а в игре на 2 или 1 единицу меньше? Потому что PES Hub не официальный сайт. Konami до сих пор не сделала нам официальный сайт с официальными карточками, официальными рейтингами игроков. Им оно не надо. Ребята делают на энтузиазме, поэтому, естественно, там могут быть ошибки. Привет, Может, по поводу тренеров и стиля игры есть подвох. Ты как-то говорил о возможных токенах, которыми можно будет осуществлять сброс умений и, соответственно, переобучать игроков. Предлагаю создать петицию по этому поводу. Петицию создать можно, даже люди ее подпишут, но очень мала вероятность, что Konami, в принципе, это на них как-то это повлияет. Такого обзора с ивентами не было с 18 части, когда я играл в эту игру. Чтобы пака нельзя открывать и ивенты играть. Не удивлюсь, если скоро нельзя будет игроками стартового состава пользоваться. Поиграйте в тренировки с ботами уровня новичок. Позорники одним словом. Любой человек из комментариев сделает эту игру лучше, чем eFootball катится вниз. Да, Плипи, согласен с тобой. Реально, любого человека, который просто играет в эту игру, посади, и он накидает буквально за 20 минут 10-15 идей, которые улучшат игру. Но у Konami такого человека, видно, нет. Нужно создать петицию, снести офис Konami. Возможно, тогда они будут работать лучше. В смысле, без офиса. Я и так думаю, что отдел разработки PES сидит в картонной коробке где-то в Токио, поэтому мы снесем офис, а картонная коробка все равно останется. У Konami руки из жопы растут, и чё они нам завезли? Паки-ивент, который не работает, и во что играть? Ну, ждем, когда починят, у нас других вариантов нет. Это все для вас новость, у Konami никогда не было логики ни совести. Не, Ислам, была когда-то, были великолепные серии, Konami великая игровая компания, но, к сожалению, те люди, которые сделали ее великий, давно не в ней. Может, будет когда-нибудь бесплатные паки на Месси? Хрен его знает, 50 на 50, это как встретить динозавра. Может, да, может, нет. Ну, Konami это невыгодно, но они могут и выкатить.
Вот тебе сейчас 32 или 33, когда ты хочешь закончить эти дела. Да вообще пока не хочу, не знаю. Меня может завтра это все заебать, я просто удалю канал и спокойно буду продолжать жить. А может быть через год, а может через 10, хрен его знает. Вообще не задумывался об этом. Как можно подключить геймпад? Бузурман. Можно через сторонние программы, если тебе это интересно, то нужно гуглить, разбираться, садиться. То есть кроме тебя вряд ли тебе кто-то поможет. У Азиза на канале было видео, в Телеграме я скидывал, ну тут опять же, это только для тех людей, которым интересно, которые подписаны на телегу, которые хотят знать новости, ну и прочее. Попа горит от их ошеломительных подарков. Я перехожу в фифу. Дропнул 100 рейтинга. Не знаю, 100 рейтинга в фифе это или много, или мало. Ну, ждем, когда игру починят, может вернешься. Привет, почему там нет вара, и когда я попадаю в руку, ничего нету, эмблемы новые не сделали? Ну, потому что они считают, что эти механики не нужны игре. Можешь, после просмотра твоего ролика про Месси 100 решил его приобрести, ожидал от него идеальной игры, но на деле совсем не то. Играю 17 часть, опыт есть, так что дело не во мне. Стиль контратака длинная, схема такая же, как у тебя видео, 4-2-2. Пробовал его на офф, на ПРН, что на нап совсем не открывается, не забегает, иногда мажет. Почему так? Объясни, пожалуйста, заранее спасибо. Григорий, ну тут банально может быть от того, что, во-первых, тебя может просто в некоторых матчах херачить гандикап, да, во-вторых, ну, мы все играем по-разному, сам понимаешь, для большинства людей я и опросы проводил, Месси залетает, ну, практически всем, там, процентам 96 людей. Возможно, ты представитель вот этих 4%, которые немножко по-другому видят поле, немножко по-другому строят свою игру, и тебе он не заходит. Я не знаю, я вот просто кайфовал, когда им играл. Морж, как думаешь, когда будет фиалки от Барса, очень хочу увидеть Леву и Рафинью. Ну, чтобы увидеть Леву и Рафинью, это нужно, чтобы обновили составы. При том, что Konami дикие тормоза, я бы раньше начала октября не ждал. Как думаешь, игра опять пойдет на телефон, у которых 32 бита? Нет, конечно же. С каждым годом устройство становится все лучше, и какой смысл делать игру на устройства, которые хуже? Ну, типа, 32 бита это уже в 22 году все-таки, это уже очень старое устройство, поэтому стоит обновить. Я думаю, 64-битное сейчас стоит не особо дорого, поэтому нет, я бы не ожидал. Привет, Мош, у меня вопрос. Будут ли нам давать голду, как в 21 версии, или нет? Серега, нет, скорее всего, 22 часть заточена, что голда у нас для особенных людей, но для всех остальных есть обычные игроки, которые не хуже. Вчерашний вау стало разочарованием всего, чего можно было, да, к сожалению. eFootball мусор. Угу. Когда снимешь летсплей по Бравл Старс? Как только мне сделают лоботомию, я заведу ТикТок и буду играть в Бравл Старс. Konami вроде что-то делает, и на самом деле ничего, только хуже. Лучше вообще не обновляли игру на eFootball, а оставили PS. Да, Артур, согласен с тобой, лучше бы оставили 21-ю часть с трансферами и всем остальным, пока игра не готова. А нам сейчас дали и не 22-ю, и не 21-ю, по сути, что-то среднее. Короче, я считаю, что это было неверное решение. Георгий. Ну, Konami в своем стиле сделали что-то годное после классных, как они написали отзывов, а потом так жидко обосрались. По поводу наград, это тоже отдельный прикол. Лучше вместо этой дичи золото раздали или сделали бы задание, где можно получить золото. Ну, к сожалению, чувствую, золото, в принципе, кроме доната, достать будет негде. Наверное, будут какие-то там, типа, акции, как у нас было там, входи 2 недели и получи 200 голды, ну, очень-очень редко. Интересно, те, кто не успел паки итальянцев, уже не купят? Нет, я считаю, что купят, Илюха, ну, как только починят, эти паки появятся. Ребята, кто смотрит этого Василия, то переходите на его телеграмму, там очень много старого и нового, очень мало. Ну, хрен его знает. Наверное, это предложение несло какой-то смысл. Морж, как ты считаешь, является ли FIFA конкурентом PES как и на ПК, так и на мобилке? Я не считаю, что PES является конкурентом FIFA. FIFA плохая, она хорошая, рассуждать можно очень долго. Это великолепный бизнес-проект, где люди знают, как продать этот бизнес-проект. В ней всегда будут миллионы игроков. PES же плетется просто сзади. В PES всегда вывозил за счет геймплея, но PES никогда не был интересным. Боссы Konami, я уверен, там сидят старые деды, они не понимают, как сейчас нужно делать игры, чтобы они удерживали игрока. Они сидят и делают по кальке, как было там в 2005-2006 году. Нового они делать не умеют. Да, старый конь борозды не портит, но и какую-то новую хорошую борозду он тоже сделать не может. Он делает по стандарту. Интересно, когда будет доступно испытание? Никит, как только я сообщу, но пока инфы нет. Че все разбушевали, в следующем году все нормализуется в игре, наверное. Ага. Ислам, да, может через 2 года, а может через 3, а может через 5, а может мы все умрем и PES наконец-то сделают более-менее
Может, как ты думаешь, что нужно исправить? Что нужно, чтобы исправить PES? Считаю, что нужно полностью менять отдел разработки раз и отдел маркетинга 2. Они не понимают, в каком мире и в каком году они живут. Они делают все очень-очень сильно по старинке, они не понимают потребности геймеров. И самое главное, я считаю, что в отделе разработки PES должен быть человек, который в него играет, который им объяснит, что эти 5000 ебалов это ни о чем. Как в 21 части нам давали по 10 тысяч ГП, это тоже было ни о чем. Это не награды, это плевок в игроков, которые их больше только бесит. Я поймал новых игроков, захожу на тренировку, а там можно играть только за Аргентину. Что за бред? Нельзя нормально протестить своих игроков. Ребра пап, согласен с тобой абсолютно. То, что в тренировке нельзя играть своей командой, это идиотизм. Думаю, петиция сработала. Эх, тофиг, да, сарказм. Тёма Быков, как дела? Все отлично. Привет. Будешь ли ты делать турики? Нет, Никита, турниры я организовывать не буду, у меня нет времени еще и турнирами заниматься. Есть ребята, которые занимаются чисто турнирами, вот к ним нужно идти. Ибрагим, удивляюсь с Konami, они делают игру 2 года и в игре не работают даже стили игроков. Их игра была до недавнего времени худшей в Стиме, но им и на это плевать. Да, согласен с тобой, Ибрагим, для меня тоже, но это просто, во-первых, какой-то нонсенс, даже не 2 года, а 2,5. Они же еще на полгода брали отсрочку, так что 2,5 года, это первое. А второе, меня скорее больше удивляют люди, которые начинают такие: не, ну нормально сделали, ну перед тобой поделка, ты просто заходишь в описание изменений в патче, и ты понимаешь, сколько там ошибок, это же далеко не все, да? Вот, и находятся люди, которые это оправдывают, ну, я в Телеграме кидал видео, в принципе, я считаю, что эти люди и поют именно такие песни, которые: я веселый говноед, и не надо мне конфет, вот. Стало скучно играть в эту игру. 21 была лучше, почему они не вернут прошлую механику игры? Пасы говно, скорость говно, хоть я их и качал до максимума. Данияр, они не могут вернуть 21 часть игры. Объясню почему. Потому что есть дяди, которые владеют этой компанией. Если эти дебилы сейчас вернут 21 часть игры, то есть они официально подпишутся под тем, что они обоссанные идиоты. И, сам понимаешь, никто не хочет терять работу. Они сидят на своих местах, получают зарплату, им насрать какая игра. Но такого они не заинтересованы в том, что игра была крутая, понимаешь? Вот тут в этом, скорее всего, проблема. GameX, Konami вообще собираются добавлять события с фармом золота? Не собираются. Пов, когда ты похвалил Konami? Да, согласен. Ничего удивительного, просто те сервера Konami, которые отвечали за паки, попали в список Роскомнадзора. И эти звери даже сайт Пентагона и Твиттер Илона Маска могут заблочить. Ну да, хорошая шутка, кстати. Может, что делать? Хочу зайти на акт через Konami ID, ввожу данные, нажимаю на кнопку «Разрешить», вход в игру и просто черный экран. Потом просто перезаходит в игру. Что делать? Скажи, пожалуйста. Попытайся через VPN, через другой браузер. Тут все, что угодно может быть. Реально, VPN, другой браузер, кэш почисти, игру переустанови. Вот что-нибудь из этого сработает. Точного ответа нет, игра забагована, поэтому у тебя может баговать все, что угодно. Привет, Мош, я хотел задать вопрос. Будут еще ролики по китайскому eFootball? Нет, не играю в него, даже не скачивал. Можно назвать лучшего ЦЗ, не учитывая легенды икон. Именно ЦЗ, наверное, Ван Дейк, несмотря на то, что у него крайне хреновая скорость и баланс, прям очень надежный. Привет, как заработать золото в eFootball? Рахим, золото теперь в eFootball не заработать, зарабатывай деньги в реальной жизни и меняй на золото в eFootball. Я уже удалил PES. Блин, я на море, про PES ни хера не знаю. Эх, Зарина, я бы тоже хотел быть на море. Не играю я в эту помойку 2 года по причине отсутствия мастер-лиги. Моды на 14-ю фифку не вкатила ни разу. Тут гляжу, мастер-лига в 23-м году. Есть еще какие-нибудь новости по этому поводу этого режима? Ну, я уже сказал, зимой. По крайней мере, обещают. Толк, что вы все это обсуждаете, если ничего с этого не поменяются. Кратос, хрен его знает. Ну, люди любят разговаривать, люди любят, чтобы их слышали. Любые проблемы можно обсудить. Когда ты находишься в окруженні єдиномишленників, це приємно. Так, Владислав, ніби проблем немає, це радує, але сам Фізон напрягає, надто велика перевага корпусу над усіми статами, недобре. Честно, Владислав, вот здесь я с тобой не соглашусь, мне кажется, в 22-й части, наоборот, корпус стал решать гораздо меньше, и такие техничные игроки, как Неймар, Месси, там, Роналдиньо, стали гораздо лучше себя показывать. Ну, может, у меня что-то поменялось в восприятии поля. Мне кажется, наоборот, корпус стал решать меньше. Вывод, никогда ни в коем случае нельзя хвалить Konami, да, FSP Channel, это ты прав. Может, будут ли добавлять русские комментаторы? Нет, Кость, они и не планировали, и не обещали. Когда будет карьера в eFootball? Зимой. Я не понимаю, что происходит с Konami. Я не заходил неделю в eFootball, но в наградах у меня одно извинение от администрации. Кульпа, а что там должно быть? Ну, награды ты получаешь, когда ты заходишь в игру. А если ты не заходил неделю, то почему за эту неделю тебе должны были начислить награды? Привет, Морж, добавят ли игру за сборную, как раньше было в 21 части? Да, Артем, я думаю, добавят, когда будут какие-то международные соревнования. Может, ты задолбал, когда прохождение Brawl Stars?
вопрос. Ну, а если реально, когда видео на втором канале? Акула, сегодня планирую вечером видео на втором канале, вот, в принципе, оно записано, мне его там немножко в порядок надо привести, и, в принципе, все. Почему в товарищеский матч не могу создать комнату у кого так? Турал, у меня все отлично, не знаю, в чем у тебя проблема. Морж, я так понял, ты становишься васантом только в eFootball, только похвалил Konami, они сразу все испортили. Честно, Джефф, не знаю, кто такой васан, загуглю обязательно после того, как видео допишу. Ну, пусть будет так. Все сделал как видео, но не могу забрать 30к очков опыта. Посмотри в сообщениях, которые пришли, потому что, ну, по-другому я не знаю. Когда будет бокс-драв? Не будет больше бокс-дравов, даже не надеемся. Морж, где Нкуну, Адейоми, они нету в игре. Ну, нету и нету, я думаю. Для многих это не проблема, что Нкуну, Адейоми, кто это вообще такие, их нету в игре. То, что поделать, что поделать, уже как-то не хочется бросать Акуш, слишком много игроков коллекционировал. Нам остается только надеяться на то, что когда-нибудь они сделают все норм. Да, Терминатор, надеемся. Азиз залетает, Морж, Konami убрали паки, потому что они увидели мой видос, где я показываю трюк, с помощью которого можно поймать легенду. Они сейчас сидят и придумывают новую систему паков, ибо мой трюк гениален. Так, Азиз, вообще-то мой трюк гениален с пальцем в жопе. Вот если палец в жопу запихнуть до того, как начинаешь открывать легенд, тебе обязательно выпадет легенда. Вот это гениальный трюк. А еще более гениальные люди, которые все-таки после моего того стебного видео это сделали. Konami в очередной раз обосрались. В принципе, ничего нового. Еще очень забавляют извинения от администратора в размере 20 КГП или 30 КГП. У вас половина игры сломалась, а вы мне даете 20к. Евгений, ну тут опять вот эта вот проблема, то что они не понимают ценности вообще предметов в их игре. Они не играют и они не понимают. eFootball Hub, не знаю, что только у меня такая проблема или нет, когда играешь в дивизионах, то выиграть ты сможешь только когда это сама игра захочет. А если игра решит, что ты должен проиграть, то ничего тебе не поможет. И почему, когда я подстраиваю игрока под рабочую ногу, он бьет все равно не рабочий. Еще очень часто бывает, когда игрок просто падает на ровном месте или пропускает мяч между ног. eFootball Hub по второму, скорее всего, это баги. По первому, ну, такая вещь, как гандикап у нас присутствует. Да, действительно, некоторые матчи игра решила, что не выиграешь, ты его никак не выиграешь. Ну, с этим никак не побороться. Привет, Мош, Konami как-то охренели. Привет, Мухаммад, да, согласен с тобой. Как ты думаешь, добавят Konami якийсь режим типа матчдей, як було в прошлой части PES? Нет, странник, считаю, что не добавят. Ожидать матчдей? Нет, не ожидать. Как дела? Все отлично, спасибо. Может, где русские комментаторы? Konami лень? Нет, Konami не лень, Konami просто это не нужно. Как-никак, а все равно куча. Как же обидно с этими сроками контрактов у игроков. Жаль, Konami не может сделать, как тогда в 21-й за ГП, ведь где-то через год у нас уже не будет той команды, которую мы собрали. Мистер Вадим, ну, я считаю, что могут Konami еще ввести что-то типа ивентов на эти контракты, ну, то есть, чтобы каким-то образом мы их набивали, и это вырулит ситуацию, но пока да, пока так. Ты говорил, что Холланд деревянный в новой версии, как по мне, та же имба, особенно когда выходит на замену. Витек, прошу прощения, что мое мнение не совпало с твоим, я обязательно выпущу видео, где расскажу, что Холланд абсолютно не имба, потому что только твое мнение имеет значение и так далее. Ну, ты понимаешь, надеюсь, что это сарказм, мы все разные, и я высказываю свое мнение, по-моему, все на канале это знают. Если мне нравится, то мне нравится. Если мне не нравится, то мне не нравится. В 20-й части у меня нахрен Месси был худшим игроком в PES. Ты не представляешь, как тут жопы горели в комментариях. Но мне было все равно, это мое мнение, ребят. И я уважаю ваше мнение, но вы уважайте мое. Подстраиваться ни под кого я не буду. Іван, привіт, а можна якось скачати 21-й PES? Нет, Иван, нельзя, 21-го PES уже не существует. Я непременно эту гребаную игру Konami, как будто они издеваются над игроками. Да, Тимур согласен, вот иногда есть ощущение, что это издевательство. Когда обновят форму? Опять же, начало октября, я думаю, не раньше. Может, надеюсь, в предстоящем турике от Миши покажешь всем в группе и в плей-офф силу маржей. Сними также, пожалуйста, видео со всех матчей из турика. Видео обязательно будет, а вот про силу маржей я так скажу. После четверга на свайпах играть практически невозможно. На кнопки я уже переучиться не успею, чтобы более-менее нормально играть. Поэтому, скорее всего, ожидайте гэнгбэнг маржа просто всеми в группе. Я так просто наперед предупреждаю. Я, конечно, постараюсь, я вложу все усилия, чтобы нормально сыграть, но на свайпах сейчас это такой ад, это просто нереально. Можешь, як думаешь, Konami добавить якісь ивенты, в яких можно будет получить продление контрактов? Странник, да, считаю, что, ну, они должны это сделать. Либо они это сделают, либо я хрен его знает, что там будет дальше. Как у тебя дела? Все отлично. Ну, скажи, сколько будет сыгранности, 100 сыгранности при Аспилкуета?
Стул, дверь. Вот насколько я понял предложение, вот так же я и отвечаю. Скажи, сколько будет 100 сыгранности. Хуй знает, блядь. Ну, пишите, пожалуйста, не знаю. Я понимаю, что для многих русский язык не родной, я понимаю, что достаточно сложно формулировать предложение, но сам вот перечитай свое предложение. Вот я не понимаю, что ты хочешь мне этим сказать. Ну вот вообще. Когда сообщение в телеге откроешь? Вообще не планирую открывать, у меня нет времени следить за срачами, которые там по-любому будут. Как после этого играть? Привет, Морж, будет стрим, где ты играешь с подписчиками в товарку? Нет, Диада, не хочу стримить, вот просто не имею желания. Канами просто, я уже не удивляюсь. Морж, как думаешь, завезут еще контракты? Я их потратил слишком много. Теперь надо продлевать игроков, а контрактов 3 штуки. Ты можешь купить контракты за ебалы в ебальном магазине. Вот. Других вариантов сейчас нет. Просто так раздавать контракты им бессмысленно. Я, в принципе, перед выходом 22 части говорил, что контрактов, ребят, будет мало. Экономьте. Но я знаю, что огромное количество игроков сразу себе всех попродляли. Ну, скоро будут сидеть и сосать бибу. Тут уж мои полномочия, все. Я предупреждал, но заставить людей я не могу. Выйдет ли иконики в eFootball 22? Пожалуйста, ответь. В смысле, новый тип карточек? Да, считаю, что они будут. Слухи были, будут называться год. Пока эти слухи я не публиковал, потому что пока что слухи. Но в любом случае, эта игра рассчитана не на 1 год, и у нас должны будут появляться карточки все лучше и лучше. Только таким образом можно сохранить прибыль. Перешел в FIFA, устал ждать от пса хотя бы какие-то подачки, но надежда остается. Но было бы круто сделать графон от пса и ивенты, рынок и т.д. до FIFA. Денис, понимаешь, рынок у нас невозможно сделать. Вот я не раз уже по этому поводу высказывался, без вайпа. То есть без вайпа не будет ценности футболистов. Поэтому рынок я бы вообще не ждал. Как можно было бы так говно? Konami показал, что даже так умеют обосраться. Да, к сожалению. Что ни день, то какой-нибудь трындец, когда это все кончится. Ой, никогда пасу. Пока ты не бросишь песо, это все не кончится. Мор, за какой клуб болеешь? Арсенал. Спасибо заранее за ответ. А где вопрос? Ладно. Опа, видик. Konami в своем репертуаре, не верим до конца, пусть починят. Может, когда выйдет PS 23 Mobile, есть какие-то новости об этой игре? Она не выйдет, 22 часть у нас обновится до 23, то есть вот эта игра будет обновляться. Вот. Я играл пока в FIFA, потому что в eFootball нечего делать, согласен. Может, ты говорил, что будет в PS что-то по типу Battle Pass, это 100% инфа, или как ты думаешь? Grosser Games, как тебе сказать, он уже есть. Вот эти вот испытания, которые можно купить за 500 золота и за 300 золота, это и есть Battle Pass. Да, никто не думал, что он будет вот такой, но он вот такой. Вот это вот, как оказалось, и есть Battle Pass. Контент качественный, спасибо. Konami спасибо хотя бы за товарки, с турнирами стало намного интереснее играть. Да, турниры немножко оживили игру. Вася, если Неймар за голду качает до 99, а максимум все равно только 100, может его вкачать по-другому, например, выносливость, дриблинг и так хорош, и качать до 97, и как раз в сотку так и так выйдет. Сахар, вот понимаешь, я бы тебе сказал, если бы я мог как-то реально подтвердить свои слова, но у меня такое ощущение иногда складывается, что вот этот буст плюс 2, плюс 3, он вообще не работает. Ну, я не знаю, то есть я не могу вскрыть игру и четко на цифрах показать, вот посмотрите, цифры не меняются, вот не могу я это сделать. Но у меня иногда складывается ощущение, что он просто не работает. Может, тебе понравилась схема 4-2-4? Нет, не понравилось, очень большой провал в центре, для меня это проблемно. Дивизион начал криво работать, мне попадаются челики из 1 и 2 дивизиона, хотя я только на 8. Сафуан, к сожалению, он работает корректно, я не понимаю. Ну, то есть это изначально так сделано Konami, что у нас нет разделения ни по силе команды, ни по силе игрока. Какого хрена это сделано, я не знаю. Можешь, привет, понимаю, что вопрос глупый, но будет ли патчи на eFootball? Iron FM нет, их никто не делает, никому он нахрен просто не надо. Konami вроде бы и начали что-то делать, как-то развивать игру, но при этом делают все через жопу. Сломанные паки тому подтверждение, согласен. Кого лучше на правую нападающую поставить, Гнабри или Сане? Лучше Месси. Вот как по мне, лучше Месси, ни за Гнабри, ни за Сане я не играл. Какой игрок для тебя топ на всех позициях, чтобы он прям все закрывал? Не знаю, любимый игрок Руминиги, великолепнейшая карточка, просто кися рыба муака. Художник из Австрии, знаю одного художника из Австрии, он выглядывает. А можно ли как-то сбросить прогресс игрока, если нет, то когда-нибудь можно будет сбросить. Считаю, что да, должны ввести такой расходник, чтобы сбрасывать, но пока этого нет. Можешь, пожалуйста, сделать стрим, где ты играешь с подписчиками, не хочу делать стримы вообще. Можешь, как зарабатывать монеты в PS Mobile? Зарабатываешь в реальной жизни, покупаешь в PS Mobile, вот так. Перестал играть в PES после обновления. Печально, а ведь 21 часть по сравнению с 22 была божественная. Это была единственная играбельная игра про футбол на мобилках, так как FIFA мне не нравится от слова совсем. Ну, надеемся, Артем, надеемся, что когда-нибудь починит. Konami баг, яка даже паки ломаю. Для меня это просто нонсенс, сломать паки. Как нахрен? Вот как? Вот как это просто можно сделать? Привет, Мош, как думаешь...
Как тебе, например, иконик Неймара, будет ли с ним обзор? Ну, он уже есть, Slowly Gaming, я уже выпускал. Привет, можно сказать, как играть в товарищеский матч? Я не могу, я делаю по инструкции, а там говорят, что неверно. Ну, наверное, ты делаешь что-то неверно. Ну, типа, понимаешь, что игра, Марьян, тебя не может ненавидеть и специально тебе... Вот ты делаешь все правильно, а игра такая, нет, вот Марьяна мы ненавидим, Марьяна мы в товарищеские матчи пускать не будем. Значит, ты делаешь что-то неправильно. Игра — это всего лишь программа. Когда будут события золотом, говорил уже, скорее всего, не будет. Я так понимаю, это версия Пестола, фулл донатная. Просто если нет, то я тогда хз, где можно нафармить монеты Konami, кроме доната. Андрей, а в чем донатность? Ну, типа, ты можешь играть обычными игроками, которые практически не отличаются от донатных. Вот в чем донатность? Вот у тебя есть Феррари? Просто такой банальный вопрос. Ну, нет, я думаю, вот у меня тоже нет. Но я не хожу по городу и не спрашиваю, а чем мне не дают деньги, чтобы я купил Феррари? Ну, потому что не дают, потому что такова жизнь. Вот. Но при этом у меня есть все те же варианты передвижения, как и у того же человека на Феррари. Ты можешь играть спокойно обычными игроками. А если ты хочешь что-то особенное, то за особенное нужно платить. Такова жизнь, таков путь. Вот так даже скажу. Спасибо за видео, Рушан. Спасибо, что смотришь. Konami сами делают, сами ломают, да. Моя любимая рубрика, Антон Фейкович. Спасибо, ура, я первый. Так, первым, естественно, раздаем медальки, чтобы я понимал, докуда я дошел. Ну и тут уже начинается предыдущее видео. Что ж, ребят, 25 минут видео практически вышло. Надеюсь, вам было интересно меня слушать. Все, как вы понимаете, на одном кадре, все на одном дыхании. Поэтому где-то оговаривался, где-то еще что-то. Ну да, и здесь я тоже лайк поставил, чтобы понимал, откуда я начинал. Что в целом хочется сказать? Спасибо за вашу активность огромное. Именно вы вдохновляете на продолжение ведения канала. Вы сами видите, и просмотры упали, и все упало. Весь пес упал. Тем не менее, мы падали, но поднимались, как говорится. Нужно всегда подниматься, нужно всегда верить в хорошее. И будем верить, что Konami что-нибудь починят. Спасибо за внимание. Мой второй канал в описании, в закрепленном комментарии. Вечером выложу на него первую серию новой игры. И она будет не про котика. Почему не про котика? Расскажу в первой серии новой игры. Спасибо, что смотрели. С вами, как всегда, был Морж. До новых встреч. Пока-пока.